Всем привет! В этом видео я с вами поделюсь очень интересным, необычным декором для торта. Такой блестящий, эластичный, со вкусом шоколада. Если вам интересно, смотрите дальше. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Замачиваем желатин в холодной воде, оставляем для набухания. Подогреваем, добавляем шоколад. Добавляем пищевой глицерин. Все перемешиваем до однородности. Масса должна быть достаточно теплая, от 45 до 55. Почему? Потому что мы наносим эту массу на коврик, и она очень быстро будет остывать, мы не успеем ее распределить. На любой коврик, к примеру, силиконовый коврик для кружева, наносим теплую массу, распределяем. Можно распределять силиконовой лопаткой, можно спатулой. Если где-то уже застыло, ничего страшного. Мы можем сверху нанести еще один слой, чтобы разровнять поверхность. Еще я вам покажу, что можно готовить на обыкновенной пленке. Спатулой распределяем. Если мы наносим на вот такую пленку, то слой можем распределять довольно тонко. А если на какой-то коврик с узором, то лучше делать немного потолще вот этот слой этой массы. Наносим постепенно, не наливаем все сразу. Потому что если он застынет у нас на этом коврике, на пленке, мы уже не сможем распределить. А если застыл в тарелочке, мы поставим на пару секунд в микроволновку, подогреваем. И опять наносим на поверхность. Просто берем, перемешиваем, подогреваем и наносим там, где еще очень тонкий слой. Буквально через 2-3 минуты эта масса уже застыла. Так как она немного липкая, я промазала обычным растительным маслом. Просто снимается с коврика. Конечно, из этой массы мы не можем сделать кружева, мы можем сделать просто с узором от этого коврика. Вот такой получается. Обрезаем лишние края. Вот смотрите, как отходит от пленки. Даже видно, что слой этого крема, этой массы у меня очень тонкий, почти прозрачный местами. Сразу тут же само можно тоже пройтись по краям, обрезать, чтобы края были ровные, если это надо. Просто вот спатулой прижимаем, и он отрезается. Эта масса очень такая податливая.
А вот этот, что мы обрезали, ставим в чашу, подогреем, и можно использовать повторно. Очень легко отходит от пленки. Вот такой глянцевый, эластичный элемент получается. Готовится очень просто, очень быстро. Сейчас сверху проходимся кондурином, пищевым золотым кондурином. Эта масса в себя впитывает довольно много вот этого кондурина. Надо пройтись так, чтобы нигде не остались прозрачные места, чтобы добиться вот этого золотого эффекта. И вот посмотрите, как красиво уже выглядит с узором. А так выглядит, если делать на пленке, получается такая глянцевая, как бы ткань. Она эластичная, нежная. Так как на желатине она желейная такая. Конечно, так как это эксперимент, то я хотела сделать не просто на коврике силиконовом, на пленке, но у меня есть такой коврик с таким как бы рельефом. Нанесла на этот коврик, подождала, чтобы застыл, где-то 2 минуты, и он уже застыл при комнатной температуре. Покрываю кондурином. Если надо быстро снять, можно поставить на 1 минуту в морозилку. Тогда он быстрее схватывается, становится более такой крепкий и более удобно будет снимать вот с такой поверхности, которая с рельефом. Если снимаем просто с глянцевой поверхности, там нам не надо ничего ставить в холодильник, морозилку. Но если снимаем вот с такого коврика, с узором, он как бы в эти мелкие узоры залился, прикрепился, и поэтому видим, как он немного с таким усилием надо его стягивать, но так как эта масса очень эластичная, она не рвется. Видно, что я ее тяну, и она не рвется. Вот одна сторона у нас такая глянцевая, такой эластичный, а другая сторона, она меня поразила, настолько классно выглядит вот такой узор, как настоящая ткань. Даже немного напоминает, у рыцарей есть эти доспехи, и у них вот этот металлический вот такой как бы рельеф, вот этот мой коврик немного вот это напоминает. Тут я вам хотела показать, что мы можем покрасить просто матовыми красителями пищевыми. Конечно, надо постараться равномерно распределить вот эту краску, и можно окрасить в любой цвет.
На любой силиконовый коврик с любым узором, отпечатком, рельефом можно делать такие шоколадные ткани. Окрашиваем в золотой цвет, и у нас получается шелк, съедобный шелк. Разные узоры, разные эффекты. Тут я покрасила перламутровым красителем, фиолетовым кондурином и вот таким темным кондурином. Конечно, в жизни эти красители, эта ткань выглядит более эффектно. С камерой, конечно, трудно передать вот этот блеск, трудно передать вот эту структуру. Очень красиво, эффектно. Уже есть идеи для тортов, где можно использовать. Тут столько идей, столько вариантов. Самый мой любимый вот узор, конечно, от этого коврика. Он получается вот такой необычный. Структура у него как бы такая немного металлическая. И, как я сказала, в жизни вот это золото, оно настолько блестящее, очень красиво выглядит. И насчет глицерина. Глицерин мы добавляем для того, чтобы вот эта ткань у нас не высохла, чтобы она оставалась более долгое время эластичная. Я попробовала приготовить без глицерина. Можно не добавлять глицерин, если вы этот декор, этот шелк будете использовать в тот же день или на второй день. Тогда можно не использовать глицерин. Вот эта ткань будет эластичная, все равно она получится по-любому. Будет такая же нежная, эластичная. И так же само легко будет отходить от поверхности, на которой мы ее нанесли. Единственное, со временем, без глицерина, она начнет высыхать и будет становиться более такая как бы жесткая. Она не затвердеет так сразу, не станет твердая, но она немного будет терять свою вот эту эластичность. Если у вас есть глицерин, то, конечно, добавляйте. Но если у вас нету глицерина, вы все равно можете приготовить. Только готовьте перед тем, как использовать. Я уже с вами делила одним вариантом съедобной ткани. Тот декор был на вафельной бумаге. Ссылку оставлю в описании, если вам интересно посмотреть. Оба декора, оба варианта съедобной ткани очень интересные. У каждого есть свои такие как бы плюсы. Тот декор, он с рисунком, его можно приготовить. А вот этот декор можно сделать с разными рельефами, узорами. Вот один этот вариант не заменит второй вариант. Они оба очень классные, интересные. Я уже подготовила один торт с этим декором. Очень эффектный, дополняет различные торты. В следующем видео я поделюсь, как я использовала эту ткань. Покажу, как она выглядит, когда она постояла пару дней. Если хотим хранить, то лучше ее хранить в пищевой какой-то пленку, завернуть в пакетик
но в то же время я советую готовить тогда, когда нам ее надо использовать. Не надо готовить неделю заранее, где-то хранить, потому что этот декор готовится очень просто, очень быстро, очень простые ингредиенты. Любой дома может приготовить. Используйте разные коврики, разные структуры. И получаете вот такой стильный, интересный, классный, вкусный, эффектный декор. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Всем пока!